Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Авторы канала Раиса и Александр живут в городе Измаил, а это юг Одесской области и юг Украины. И сегодня у нас очень важная тема. Тема посвящена посадке озимого чеснока. Возникли вопросы, прения по этому вопросу, но прежде чем мы начнем эту тему, у меня просьба к вам. У нас много подписчиков и много зрителей. Просим вас подписаться на наш канал, и вы всегда будете получать нужную, важную информацию о работе в саду, в огороде, с цветами. Это очень важно. И прошу всех, кто получил прекрасный результат в прошлый и в этот год, рассказывайте, мы очень радуемся вашим успехам, как вы сработали вместе с нами. Ну а теперь начнем вот эту тему, очень важную тему. У нас уже был агрогороскоп посадки озимого лука в сентябре. Вот он как выглядел, вот он, вот так вот. И мы говорили о том, что для северных регионов, это именно по заявке жителей, огородников, дачников северных регионов, мы такие вот высчитали дни и определили лучшие периоды для того, чтобы провести посадку озимого лука. Мы также рассказали, что должна быть определенная температура почвы, температура воздуха. И вот эти важные дни, у нас август, конец августа был хороший период, и вот этот сентябрьский. Ну, а теперь у нас вопрос повис с озимым чесноком. Можно было бы этот вопрос также перевести на озимый чеснок, но снова же хочу разобрать эту тему более досконально, потому что есть вопросы, есть прения по этой теме, и мне хотелось бы более подробно вам объяснить, почему я вот такие периоды не использую для посадки чеснока. У нас уже был опыт, и мы в прошлом году практически из 2 рядов чеснока у нас 15 растений осталось после зимовки живых. Все остальные, они взошли дружненько, были зеленые, было красиво, они погибли. Это юг. Но сейчас будет погода очень резко меняться, и очень сложный период нас впереди ждет. Я еще точно не определилась с посадкой озимого чеснока, но так чувствую, что это будет где-то при нынешней погоде тоже вот этот период, конец сентября месяца. Почему? Дело в том, что у нас астрологическая ситуация очень сложная в сентябре, и уже это ощущается везде и всюду. Солнце и Марс соединились. Представляете, светило и Марс – это все огонь, все это свет. И они стали в оппозицию к Нептуну. А Нептун – это владыка воды. И представляете себе, какая погода. Но уже сейчас это видно, циклон за циклоном, в разных странах, в разных регионах. И это будет продолжаться. И вот эта ситуация с 1 по 23 сентября. Возможно, что вот с 1 по 23 сентября, 23, 21 у нас полнолуние. Возможно, в этот период действительно очень сильные будут погодные такие климатические качели, а затем чуть-чуть выровняется ситуация. В любом случае, в первую очередь, температура почвы еще очень высокая. И при высокой температуре, именно юг, средняя полоса, высаживать озимый чеснок опасно. Он прорастет, и затем зима будет очень холодная, морозная, где-то со снегом, где-то без снега, и могут погибнуть наши семена чеснока. Поэтому вот эта температурная, синоптическая ситуация, далее астрологическая, и третье, мы постараемся выбрать лучшие дни, лучшие периоды. Вот смотрите, из этого периода убывающей Луны, нельзя ничего взять для того, чтобы посадить и получить хороший, здоровый чеснок в следующем году. В Раке нельзя, потому что все болезни будут
обязательно схвачены, естественно, чесноком, растением чеснока. Во льве можно посадить, но, смотрите, это для северян больше подходит. Для все-таки южного региона и для средней полосы не советую, не спешите. Затем идет вот период новолуния, время Гекаты и выход в знак Весы. Весы не для чеснока, это уже растущая луна, хотя, казалось бы, да, корнеплоды, но ни в коем случае здесь сразу же, видите, еще Геката. Практически нету здесь хорошего времени продуктивного для посева или посадки. Если бы это было сразу же, допустим, Телец после выхода из новолуния, очень хороший период, мы в прошлом году использовали и получили хороший урожай. Но здесь нету. И смотрите, далее знак Скорпиона, это знак, да, растет, да, хорошо растет, но здесь уже растущая луна, и плюс ко всему плохо будет храниться затем чеснок. Стрелец, следующий знак, мы подходим, видите, почему, я обосновываю, почему эти дни нам не подходят. Следующий период Стрельца – это время растущей луны, и плюс еще Стрелец – это высота, это рост, это зелень. А корни не образуются, поэтому нам нужны как раз луковица чеснока также, и поэтому вот этот период тоже пропускаем. И вот перед полнолунием, перед сожженным путем полнолуния есть один хороший период. Но снова же, уже пробовали, я уже испытывала несколько раз, вот именно перед сожженным путем полнолуния высаживать лук или чеснок на зиму. И не только на зиму. Что получается? Получаются очень хорошие семена. Поэтому вот этот период, мы сейчас покажем вам лучшие периоды. Вот, те, кто собирается размножить чеснок с помощью вот этих воздушных стрелок, воздушных семян, получения качественных, ну и хотите получить качественные семена, вот этот период можно использовать. Козерог, далее водолей – это не посадочный. Если хотите что-то испытать, вот да, если новый сорт придумали, испытывайте. А так не используйте. Тем более, что здесь, видите, кусочек только для испытания хороший. А так вот и 17-му можно, но лучше этого не делать. Для того, чтобы получать урожай, нужно высаживать в продуктивные дни, в благоприятное время. Далее, вот смотрите, сожженный путь полнолуния в рыбах, овне. И вот оно, золотое время для того, чтобы получать хороший урожай чеснока, телец. Вот это в прошлом году многие использовали, вот этот период после сожженного пути полнолуния. Я его по возможности всегда использую для посадки чеснока. Смотрите, у нас получается противостояние Солнца и Марса. Они соединятся и будут в оппозиции к Нептуну с 1 по 23. Затем должно отпустить вот эта ситуация, должно стать легче и для природы, и для Земли, и для человека. И вот получается, что и астрологическая ситуация, и должно чуть-чуть лучше с погодой уже стать. У нас к этому времени почва уже охладится, и будет уже возможность высаживать чеснок. Поэтому мы сможем вот этот период Тельца использовать уже во благо. И до конца месяца убывающая луна ничего хорошего для чеснока нет. Таким образом, давайте я теперь подготовила вот такой агрогороскоп. Его сейчас полностью разберем, запишем и запомним. Итак, у нас, учусь, извините, стараюсь сделать время московское и что мы можем выбрать. Вот то, что я вам говорила. Перед сожженным путем полнолуния, если хотите получить качественные семена чеснока, будет урожай чеснока обязательно, но это будет не тот урожай, который вы получите здесь. Видите, не написала телец. Вот. Поэтому, если хотите получить урожай стрелок и семена, тогда в Козероге при растущей луне высаживайте чеснок 14 сентября с 15 часов до конца суток, 15 сентября все 24 часа и 16 сентября с 0 до 8 часов утра. Если же у вас холодно, кстати, если действительно холодные регионы, здесь можно и в этот период высадить вот эти воздушные уже луковички на семена
Я, вот видите, пишу семена. Высевайте вот эти луковички, и вы хороший получите урожай именно с семеной. Ну и вот теперь вот этот период в Тельца для получения урожая вот этих крупных чесноков, которые мы любим и стремимся к ним. Смотрите, что у нас получается. У нас получается вот период довольно-таки солидный. 23 сентября с 16 часов до конца суток. 24 сентября все 24 часа. И 25 сентября с 0 часов и до 15 часов. Замечательное время, которое можно использовать для посадки чеснока. Даже если погода где-то будет неровная, ну, будет где-то дождик, все равно из этих дней что-то будет хорошее. И мы можем использовать вот эти периоды. Я даже сама уже себе планирую уже подготовить заранее грядочку для того, чтобы только потом выйти и посеять или посадить чеснок. Вот это здесь можно семена, но все-таки я для юга все-таки думаю, что хотя будет противостоять, будут вместе Солнце и Марс находиться еще и в октябре, и далее там очень интересные астрологические будут моменты, но все равно можно будет использовать такие окна и хорошие вот эти благоприятные периоды для посадки озимого чеснока. Итак, мы сегодня с вами говорили о том, когда лучше посадить озимый чеснок в сентябре 2021 года. Время московское. Агрогороскоп посадки озимого чеснока подготовили для вас Раиса Греченко и Александр Волик. Ну а мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. Ждем от вас откликов, результатов сезона 2021 года. Ждем от вас, что вы откликнетесь, поставите лайки и поделитесь этой информацией со своими друзьями, родными, для того, чтобы у всех был хороший урожай в следующем году, урожай озимого чеснока. До новых встреч на нашем канале!